Всем привет! Димаш Ньюс и Димаш Студио сообщают, что 12 февраля нас ожидает премьера в специальной программе Dragon TV на фестивале фонарей. Димаш впервые споет композицию «Это любовь». Как следует из текста рекламы, преодолевая время и пространство, а также вплетет в песню древнюю поэзию «Ночь фестиваля фонарей», пересекая прошлое и настоящее, так что тысячелетние огни вновь засияют в современной мелодии. Конец цитаты. 这份爱将你将我从无到有，生在阳光中，我愿用一生去守候。 Начало трансляции в 21:20 по времени Пекина. Друзья, судя по фото, у Димаша 3 костюма, значит будет не менее 3 песен. Напомню, что композиция «The Slave» — это саундтрек к фильму Джеки Чана «Легенда», который вышел уже в июле 2024 года на экраны. Музыку этой песни написал американский композитор, член Академии премии «Оскар» маэстро Нейтан Ван, а слова – певец и поэт из США Лин Вэй Лим. Маэстро Ван из самого первого дня общения с Димашем в студии понял, что именно он должен исполнять эту песню. Композитор отметил, что голос Димаша обладает божественным звучанием и невероятным эмоциональным диапазоном. Для маэстро Вана он стал единственным, кого он увидел в роли исполнителя этой композиции. Доверяя интуиции и музыкальности Димаша, маэстро Ван разрешил ему вносить свои идеи в песню. Именно так появился вокалист со вступлением, придуманным самим Димашем. Его музыкальное чутье произвело на композитора огромное впечатление, а его вклад помог вывести произведение за рамки китайской песни, придав ему международный уровень. Маэстро Ван признался, что влюбился в эту композицию еще во время ее записи. В работе над песней участвовали 2 аранжировщика Яо и Мин Ги, которые помогали композитору. Демо-версия мелодии была отправлена поэту Лин Вэй Лиму. Опираясь лишь на трейлер фильма и краткое описание сюжета, поэт смог вдохновиться и написать текст, посвященный 4 временам года и непоколебимой преданности любви. Лин Вэй Лим, ранее работавший с Димашем над песней «Be Happy» из фильма «Авангард», впервые встретился с певцом лично только во время записи второй совместной работы песни «The Slave» для фильма «Легенда». Поэт помогал Димашу записью, корректировал его китайское произношение и репетировал с ним. Лин Вэй Лим отметил, что его больше всего впечатлил рост и внешность Димаша. Поэт ожидал, что певец будет серьезным, но оказалось, что он разговорчив, весел и излучает позитив. Однажды, наблюдая за выступлением Димаша, поэт услышал, как тот пошутил про себя. «Кто этот парень? Мне он не нравится, он всегда выпендривается и берет высокие ноты. Это мне не по душе». Шутка позабавила Лин Вэй Лима. Друзья, это был анонс выступления Димаша 12 февраля в специальной программе Dragon TV. Народный артист мира Димаш Кудайберген исполнил финальную песню под названием «Это любовь» в фильме «Легенда». Прослушать композицию можно уже сейчас. На музыкальных платформах появился оригинальный альбом саундтреков.
踏过尘未来，恨百般无奈。这份爱像一架我从无到有，双手眼光中，我愿用一生去生活。Напомню, это уже третья совместная работа Димаша и композитора Нейтана Ванга. В комментариях вы спрашиваете, а когда же Димаш успевает проделать такую большую работу совместно с американским композитором? Возможно, это произошло во время долгого пребывания артиста в США. Oh, you're better than me. No, we enjoyed. Yeah, that was super fun. He was winning 3-0, and then I came back up. That's a miracle. Because I'm younger, he older. So. Yeah, respect. Thank you. Of course. We need to respect age. I'm joking. That was fun. Yeah. We enjoy it. Yes, absolutely. Super nice day too. Вот Димаш и Нейтан оживленно беседуют в студии. This is already one of your instruments. Yes. Very famous traditional instrument in our country. Oh, what's it called? Yeah. Kobus. Phobos. Yes. This sounds like an arpul, Yeah. Yeah. Little bit similar. but little bit lower, similar. right? Yes. It's lower. And we have the second version of Phobos. The second version is much lower than this. Oh, I see. А вот певец и композитор забавно поют, играют и веселятся у рояля. Do now something ours.
По поводу нового саундтрека сообщает Димаш Студио следующее. Высокое неземное пение Димаша и словно путешествие во времени и пространстве пробуждает внезапные воспоминания, мечты и реальность, открывая отношения из прошлой жизни, охватывающие тысячи лет. Конец цитаты. Согласитесь, очень интересно слушать Димаша, исполняющего песню на непростом китайском языке. Ведь в китайском языке присутствует мелодическое ударение. И тем не менее талант артиста позволяет исполнять композиции с приемлемым акцентом. Китайский язык не случайно занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых трудных. Он состоит из нескольких диалектов, некоторые из которых настолько отличаются, что жители разных провинций не могут понять друг друга. Но песню в исполнении Димаша понимают все. На то он и мастер вокала. И, как оказывается, мастер чистого произношения на китайском языке. Ведь не зря он работал там более 7 лет. Спасибо и его милым ассистенткам. Итак, давайте пожелаем Димашу новых творческих успехов. С вами был Петр Грик. Всем счастья и здоровья. Hey!